Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее утро, выходной день, и конечно же, нам не сидится дома. И мы выбрались на подводные поиски с металлоискателем. Посмотрите, друзья, прямо сейчас мы идем параллельно вот такому озеру, где будем проводить наши поиски. Вот наша тележечка. Взяли с собой подводную систему NEMA от фирмы Blue 3. И посмотрите, сейчас я вам покажу. Здесь приблизительно на протяжении где-то 100-150 метров стоят вот такие таблички, на которых указано, что здесь можно купаться, но, друзья, на свой страх и риск. Вон, Baden auf eigene Gefahr. И посмотрите, вот такой вот крутой спуск, ступеньки. Я не знаю, как мы сейчас будем спускать нашу тележку, потому что она очень тяжелая со всеми грузами. Но вы посмотрите, какая красота. Вот такое побережье. Я уже отсюда вижу, что довольно-таки очень хороший прозрак. Поэтому, друзья, не будем затягивать. Начинаем спускать наши вещи и уже будем готовиться к погружению. Погнали! Погнали! Хоба! Сносили все вниз. Очень легко это у нас получилось, хотя маленечко запыхался или запыхался, как там правильно меня будет поправлять. И все, пожалуйста, уже все здесь. Тра-да-да. Все, начинаем погружение. Ну что, друзья, я полностью приготовился к подводному погружению, как вы видите. Мне удачи, погнали! Друзья, я снова рад всех приветствовать на нашем канале и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется NEMA от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. И первая находка сегодняшнего погружения, к сожалению, самая частая в принципе. Это пробка от бутылки. Долго ждать не пришлось, и буквально через 15 минут нам попадается первое ювелирное изделие в виде сердечка с блестящим камушком по центру. Выглядит интересно, но, к сожалению, это обычная бижутерия. А вот следующая находка уже порадовала, и нам попадается очень красивое старинное серебряное кольцо с божьей коровкой 835 пробы. Первое серебро есть. Зачет. На этот раз попадается ключ. Такой формат ключа я вижу впервые. Если кто-то знает, для чего он или от чего, пишите ваши комментарии. Будет интересно почитать.
Следующая находка – очень интересный медальон. С одной стороны изображена колесница с лошадями, а с другой, судя по всему, какой-то греческий правитель. К сожалению, подробную информацию в интернете найти не удалось, поэтому также хотелось попросить вас написать комментарии, если кто-то что-то знает. Будет интересно почитать ваши версии. На этот раз попадается огромная монета 5 марок 1975 года. Следующая находка – очень красивое серебряное кольцо-печатка 900-й пробы с гравировкой двух инициалов WR, а с внутренней стороны кем-то вручную нацарапано сердечко. Очень интересная находка. Зачет. Следующая находка – красивое кольцо, но уже с наполовину выпавшими камушками, и, к сожалению, это бижутерия. Попадается язычок от алюминиевой банки. Кладу его в карман и провожу катушкой по тому же месту, чтобы убедиться, что больше ничего не осталось. Снова сигнал. Проверяю пинпойнтером. И еще мгновение. И вот она. Красивая серебряная подвеска с изображением знака зодиака «Весы». Зачет. Следующая находка залегла немного глубже обычного на дне озера, поэтому на ее извлечение ушло чуть больше времени. Видео слегка ускорил, чтобы не затягивать.
Теперь понятно, почему она была так глубоко. Это марка 1982 года, и за долгие годы на дне она успела углубиться сильнее обычного. Буквально метром выше, рядом с маркой, срабатывает следующий сигнал. И на этот раз он вызвал настоящую волну адреналина. Сначала мне показалось, что это большая золотая цепочка. Но, как это часто бывает, при более внимательном осмотре оказалось, что это, к сожалению, обычная бижутерия. Следующая находка и уже третья с одного и того же места – это рыболовная снасть в виде грузила. На этот раз попадается маленькая подвеска зеленого цвета с изображением Святой Девы Марии. Попадается одна марка 1981 года. Следующая находка – красивое женское кольцо, но, к сожалению, снова бижутерия. На этот раз попадается маленькая монета 2 феника 1959 года. Кладу ее в хабарницу и боковым зрением замечаю очень маленького подводного обитателя. Посмотрите, друзья, это просто микроскопического размера рак. Немного поиграв с ним, опять провожу катушкой по тому же месту, чтобы убедиться, что ничего не осталось. Снова сигнал. Проверяю пинпойнтером. Еще мгновение.
И вот он, серебряный образок 830 пробы с надписью «Gott schütze dich», что в переводе с немецкого означает «Бог защитит тебя». И снова рыболовная снасть в виде грузила. Следующая находка в виде ювелирного изделия – обручальное кольцо. К сожалению, оно лопнувшее, да еще и бижутерия. На этот раз попадается монета 2 марки 1973 года. Заключительная находка сегодняшнего погружения – красивая женская серьга. Хоть и бижутерия, но, на мой взгляд, неплохое завершение нашего выхода. Пора всплывать. Ну что, я думаю, что хватит. Очень устал, слегка замерз. Что я могу сказать? Ну, были находки. Показываю хабарницу. Находки были, но, к сожалению, золотишка не было. Хотя вот эта серьга под сомнениями. Сейчас выходим, переоденемся, все красивенько разложим и уже покажем, что нашел. Губы замерзли, пипец. Все, погнали. Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, накайфовались. Очень мне понравилось сегодня погружение, так как водичка в этом озере более-менее прозрачная. Что могу сказать по находкам? Вот первые где-то 8-10 метров, пока не начинается глубина, все выбито. Видны старенькие ямки, ходит по-любому кто-то со скобом, ищет 100%. Но чуть только начинается глубина, уже метров 2,5 приблизительно, начинаются находки. Поэтому сегодня не впустую, что-то да удалось найти. Показываю находочки. Вот так вот мы красивенько все разложили. Так, ну начинаем по традиции с драгматериала. Смотрите, вот такое очень красивое колечко, я считаю. Там еще инициалы WR. И вот такое вот, да, серебряное. Ну, как будто бы самодельное мне. Блин, руки замерзли, не поворачиваются. Дальше вот такое вот колечко. Или женское, или детское. С этой, как его, жучок этот красный, как он? Божья коровка. И вот такое вот 100% тоже серебро. По-любому там есть пробы, надо смотреть, чистить. Ну, фоточки, наверное, вы уже видели. Дальше попадается серебряная вот такая вот подвесочка, знак зодиака. И вот там вот по кругу все зодиаки, все знаки. И вот это весы. А с этой стороны ничего. Ох, руки вообще не разгибаются. Так, еще одна подвесочка. И опять вот в этом стиле религиозная, да. И здесь, как всегда, написано «Gott schütze dich», что в переводе с немецкого звучит как «Бог защитит тебя». Все, на этом мы остановились. 1, 2, 3, 4 серебра. Остальные все находочки – это бижутерия.
Смотрите, вот такая вот штучка интересная, как будто бы римская монета, да? Но я уже вижу, что это новодел, друзья. Вот колесница там, кони, 100% новодел. Потом вот такая вот цепочка выпадает, друзья. Как она красиво под водой мне выпала. Я не знаю, GoPro-шка там засняла, не засняла. Я думал, что золото, но посмотрите, есть и коррозия, и никаких проб, ничего нету, мы уже рассмотрели. Бижутерия, к сожалению, друзья. Ну и вот, смотрите, куча бижутерии. Вот такое вот кольцо маленькое. Тоже, вон, посмотрите, все уже окислилось. Дальше вот такая интересная подвесочка. И, между прочим, там внутри, если присмотреться, посмотрите, Святая Дева Мария. И с другой стороны еще что-то, какое-то здание. Что-то подобное мне уже, по-моему, попадалось. Вот такое именно с синим стеклышком. Дальше попадается вот такая вот штучка. Сердечко с камушком, посмотрите, друзья. Но это алюминий. Это не то чтобы не серебро, это алюминий. Еще одно бижутерное колечко. Вот такое. Там половина камушек есть, половина выпала. Бижутерия. Вот алюминиевое лопнувшее колечко. Вот это, когда выпало, думал 100% золото. И она, кстати, тяжелая. Но ни пробы, ничего нету. И вот эта вот штучка, да, которая в ухо вставляется, она уже из другого материала, что говорит о том, что это не золото. Если было золото, было бы все золотое. Поэтому вот, по бижутерии. И вот, смотрите, ключик вот такой вот интересный. Не понимаю, первый раз вижу. Грузилки по монеткам. 2, 4, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, где-то 13 евро. И посмотрите, сколько марок. Что говорит о том, что глубже не тронуто, потому что это было бы выбитое все. А я, видите, сколько нашел старинных монеток. Зажигалка, ну и все. Вот такие вот находочки. Я считаю, что неплохо. Сюда обязательно вернемся, потому что, посмотрите, вон там видно, что начинается, да, побережье. Там еще дальше есть. Вон там дальше еще. Ну, короче, есть сюда смысл приехать 100%. Поэтому говорим спасибо за сокровище этому побережью. Мы поехали домой. Кому понравилось такое видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать также колокольчик, чтобы не пропускать наши новенькие видосики. Мы поехали домой. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.